Всем hello, меня зовут Слава, вы на канале Мой Флакон, рядом со мной Сергей. Сезон. Да, нормально же начал, продолжай. Мы продолжаем изучать бренд Bond номер 9. Сегодня мы будем уже раскрывать темные. Если вы еще не смотрели наше первое видео обзор этого бренда, в описании под видео будет ссылка. Выбирай. Темная, да? Конечно, я выберу вот, которая рядом со мной. Такая темно-коричневая конфетка. Называется она Sutton Place. В основном это название каких-то районов в городе Нью-Йорке, мест известных. У них флаконы выглядят в форме звезды, только разноцветного дизайна всякого разного. Ой, это такая мощь уже. Вот я так понимаю, что черная наша подборка, она вся будет довольно мощная. Ну, не знаю. Ну, я бы так ожидал, по крайней мере. Для меня это прям больше И в вот мужскую это... сторону. Фужер? Ну вот, мне пахнет мужским люкс. Мне пахнет Блю де Шанелью. Нет. Не засчитан бросок. У меня прям аж нос пробило немножко от этого аромата. Мне кажется, здесь есть пачули. Что-то хвойное, возможно, древесное. Деревом здесь. Может, кедр. Какой-то люксовый профиль. То есть я вижу это в люксовом сегменте. И какой-то вот мы в одном из видео снимали про люкс. Был какой-то такой аромат. Может, Пакарабана или... Сладость, да. Или вот что-то То туда. есть здесь какая-то сладость есть. Ван Миллен Да. какой-нибудь туда. Ну вот, возможно, Амбраксан. Потому что, кстати, вот мы, если вы смотрели первую часть, вместо амбры здесь почему-то они добавляют Амбраксан. По идее, очень фруктовый. Угу. Ну правда, кожа есть. Слушай, это как Блю де Шанель с кожей, все верно. Ну-ка, ну вот амбра. Самый черный причем, вот это. А вот эту ноту мы уже слышали в предыдущий раз. И что это было? Это был Сантал? Какой-то мускус. Какой-то белый мускус. И он такой тихий. Такой чистый мускус. А мне такой громкий, такая кислятина. Кислятину дает цитрус. Когда здесь цитрус какой-то. Ну, супер кислый для меня, прям скулы сводит. Уолл-стрит. Уолл-стрит это там, где биржи всякие. Типа, помнишь, какой-то фильм был «Волк из Уолл-стрит»? Да. С Леонардо Ди Каприо. Да, и там все страшно происходило. Но он максимально цитрусовый, правда. Но цитрусы чем-то должны быть подкреплены. Он какой-то тихий для меня, на самом деле. Вот если предыдущие ароматы мы нюхали, они довольно-таки так слышны, громкие, то вот этот мне надо прям принюхаться, вот прям вот к блоттеру. Может быть, меня уже водички выпить. Нос подзабился, но... Что он очень громкий для меня. Даже не знаю. Я больше чувствую здесь мускус, цитрусы. И мускус такой чистый, все. Угу. Давай посмотрим. Угу. Огурец, морские водоросли, лимон, горький апельсин, лаванда, фисташки, ветивер, мускус, серая амбра, кожа, тмин, смолы. Огурец. Это лаванда. Я думаю, вот эту свежесть много. Вот химозит немножко, опять же, лаванда. Лаванда у этого бренда не получается. Вот то, что мы слышали. Да. И огурец дает вот эту свежесть, и поэтому для меня он такой негромкий. А это уже больше женский. Нет. Но он очень цветочный. Я больше думаю, что это у них секс. Прям очень сладкий. Ну вот, поэтому и женский. То есть здесь цветочность. Скорее всего, карамель, наша любимая нью-йоркская. Амбраксан. И он... Может быть, чуть-чуть тоже приподнято чем-то. Он такой душный. Вот он сладко-душный. Он бы меня задушил бы. Знаешь? Вот он меняется, кстати, сейчас.
Но интересно будет посмотреть, как он полежит, потому что в нем что-то интересное, мне кажется, откроется, какая-то тайна. Тайное удушение славы. Возможно, здесь малина, ягода какая-то. Возможно, малина. Славу не манила. Вот. Но малина здесь, она такая какая-то химозная. Амброво-ванильный аромат. Ну, из фруктов здесь только яблоко. Яблоко здесь, конечно, химическое. Вот он очень химический. Думаешь? Химота какая-то. Не знаю, по-моему, интересно, и стоит его разносить просто. Интригующее название, на самом деле. А что бы я, вот как запах мира, вот запах спокойствия. Лаванда. Для него. Лаванда. У меня запах мира, наш мир, наша планета стоит из воды, очень много воды. Наверное, какая-то акватика будет. Окей, ну сейчас посмотрим. Будет прикольно, если это лаванда в луже, и там тоже песик где-нибудь рядом. Из предыдущего нашего видео. Как-то он брызгает. Прошу вас, сэр. Вам пахнет миром и спокойствием. Ну, кстати, такой свежий, да. Ой, классный. Интересный. Ой, супер. Слушай, это не фужерная история, как мне казалось. Думал, сейчас будет какая-то жесть люксовая. Но нет. Он необычный. Яблочка опять нет. Они, кстати, яблоко зеленое часто кладут. Любят в Нью-Йорке яблоко. Не зря. Нью-Йорк не зря называется большим яблоком. Наверное, цитрусы. И будет какая-то мягкая древесная база. Ну, действительно, он умиротворяющий. Он такой приятный. Он меня релаксирует. Ой, мне даже на себя захотелось его нанести. Наверное, я с ними сегодня усну. Мне кажется, здесь есть кардамон, возможно. Какую-то свежесть дает. Что-то здесь такое свежее, зеленое. Ой, там такая бабочка на флаконе прям. Это ананас. Ананас дает. Точно, слушай, я чувствую. Слушай, и да, это ананас, который не консервированный, только вот когда ты нюхаешь его твердую часть, вот не саму мякоть, а вот эти листики. Ягоды можжевельника. Я первый раз встречаю в ароматах эту ноту. Ну, в смысле? Обычно всегда можжевельник, но не ягоды можжевельника. Это полно. Ну, сейчас вот нажмешь, и там будет просто миллиард этих ароматов. Кстати, вот из-за этого ананаса он начинает чем-то похож на критовентус. Ой, ну прям критовентус забрал ноту ананаса, сделал ее своей и приватизировал. Если бы это было похоже на критовентус, мы бы сразу так сказали, но он был не таким. Ой, ну мне нравится. Я думаю, что это будет моим топчиком. Сейчас посмотрим. Ты любишь критовентус, поэтому тебе это понравилось. Ну как? Я, кстати, не так часто ношу, но... Все понятно с вами. А ты не любишь? Вот я хочу тебе сказать, вот все-таки у них есть свое ДНК. Да. Много цитрусов и белых цветов. И то есть опять он уходит в порошковость, поэтому будет либо нероли, либо что-то там еще. Фрезия. Вот, скорее всего, здесь фрезия есть. Но фрезия, она сладкая. А здесь сладости нету. Здесь она такая цитрусовая. Фрезия дает вот эту уходовость, как вот в предыдущем видео. У тебя здесь есть уходовость? Да. Нет, это какой-то колонь, и он меня отсылает к курджановским аквам. Что-то туда нероли, цветок апельсина и цитрусы, и какая-нибудь мягкая древесная база. И он такой, кстати, деликатный по сравнению с другими ароматами. Он достаточно несладкий. Ну ничего себе, прям практически все мимо, я сказал. И здесь такая пирамида на самом деле непростая. Цитрусов нету, ни белых цветов особо, ну жасмин. Ну, ты заметил, что лист черной смородины они любят добавлять свои ароматы? Да, да. И часто он встречается. Ну и карамель, как обычный амбра. Но не слишком сладкий. Знаете, вот карамель и амбра здесь есть, да? И он вообще не сладкий особо. Возможно, в базе будет, да. И, кстати, здесь дубовый мох заявлен. Это будет интересно.
Пускай полежит. И черника. Не чувствую черники. Мне кажется, они надурили нас с черникой. О, классно, приятно. Сладость. Это бобы тонка, наверное, да? Какао. Может быть, какао, да? Точно, это какаошка. Ой, какой вкусный какао. Второй аромат, от которого я балдею. Первый этот Peace for him. Мне как же, боже. Send for peace for him. А здесь такая классная какао. Может быть, пралине. Белый да? шоколад. Что-то. Молочный шоколад. Тебе нравится прям, да? Ой, обожаю. Тебе нет? Ну, я знаю, что какао довольно часто подкрепляют древесной базой, оно будет переходить в какую-то древесность, либо почульность. Может быть, здесь так же, но старт супер. Вот сейчас появился... Немножко ореховый. Сейчас появился сандал. Здесь нет вот этой маринадности. Возможно, здесь еще пачули. Возможно, кстати, еще и шоколадные пачули дают. Такую шоколадность. Перчик. Какая-то пряность такая, знаешь. Много защекотало мне нос. И есть еще такое специевое, но это довольно-таки все тоже в умеренной дозе. Чем-то пахнет витаминками, знаешь, вот дрожже витамином С, В. Вот в детстве давали такие, они еще большие, оранжевого цвета такие. То есть витамины разделялись в моем детстве. Были такие маленькие витаминки С, такие же кругленькие, желтенькие были. И были такие прям крупные, такие круглые, темно-оранжевые. И они были горькие, да, немного, да. Вот, кстати, вот это вот немного пахнет вот этой витаминкой. Ну вот сколько бы я не видел в нотах ноту каштана, и я не понимаю, как это можно вообще вычленить. Такой флакон леопардовый. Мне он напоминает еще Киллиана, Black Phantom, Фрезия. Да, скажи, что Фрезия. Ну, вот, кстати, я с тобой согласен. Но это вот белая цветочность, да. Скорее всего, здесь какие-то белые цветы. Возможно, жасмин тот же. Я не знаю, что еще про него. Он какой-то обычный, что ли. Не знаю. Ну, он довольно простой, да, но он приятный. Он, на самом деле, мне вызывает позитивные эмоции. Да, он приятный, на самом деле, да. Наверное, здесь груша. Может быть, опять смородина в каком-то виде. Фрезия, либо белые цветы, мягкая древесная база. Смотри, какой классный флакон, помпезный, сумасшедший флакон. Ну, мы были правы во многом. Это белоцветочный Фрезия. Фрезия. Жасмин, я сказал. А вот жимолость, я вообще не представляю, как она пахнет. Ты нюхал когда-нибудь? Нет. Подожди, это ягода такая, да, есть? Ну да, вроде ягода, но я все-таки никогда не нюхал. Ой, страстоцвет. Страстоцвет. Что это вообще такое? Это цветок маракуйи. Куинс — это тоже район Нью-Йорка. Ты был там? Не знаю. Мне кажется, я только в центре как бы был. Там Манхэттен, все достопримечательности. Но больше мне всего в Нью-Йорке понравилось гулять просто по улицам, вдоль этих небоскребов. По нонейм улицам. Знаете, у них же там такие просто по номерам все. Типа 1, 2, 3, 4, 100 авеню. И также там стриты такие. То есть обычно же, они там не запариваются в названиях. Вообще не запариваются. На самом деле это очень удобно. Типа пересечение 43 и 50. И ты такой, ну понятно все. Ну, конечно, да, если ты помнишь цифры. Вот, тоже слышали что-то такое уже. Белые цветы, может быть, тот же мох. Вот он у них так звучит. Какой-то опять цветочный аромат, но он какой-то более сладкий, более пыльцовый. Вот для меня он не сладкий, кстати, а больше белоцветочный. И тоже порошковость. Ну, белые цветы дают тоже сладость небольшую.
в какой-то степени. Белые цветы, скорее всего, это цветок нероли. Посыпанный сахаром. Ну, кстати, мне стал душнить. То есть, если вначале я говорил, что белый цветочный, сейчас ближе к желтым. Но я, конечно, вижу уже ноты. Здесь вот и османтус, и это вот чампака. И вот для меня здесь тубероза, она такая сладкая. Вот она становится жвачной такой туберозой. Жвачкой пахнет. Ты заметила, что они еще ежевику довольно часто кладут, но это не пахнет ежевикой. Хотя ежевика у них не ежевика, да. Но я понимаю, что это тубероза, такая фруктовая получается. Ну, она здесь больше фруктово-сладкая. Вот, но, пожалуй, мне это не очень аромат нравится, потому что какой-то он, ну, немножко химозит, что ли. Как-то, ну, тубероза она такая. О, я уже почувствовал какую-то приятность. Классный, да. Он на самом деле очень похож на The Scent of Peace for Him. А в этой подборке он? Да, вот он сейчас был. А какой он по... Он типа там на Критовен похож. 4-й, да? Ой, кстати, да, похож стал на Критовентус совсем. Вот когда он полежал, он к этой базе, какая там кедровая база у них? Я не помню, у Вентуса. Или можжевеловая. Ну вот что-то там хвойное было. Кедровая. Да, вот в базе действительно на Критовентус похож. Scent of Peace for Him. А вот этот, по идее, тоже должна была бы быть ананасность, но я чувствую зеленое яблоко. Нет, может быть, это какие-то ягоды тоже. Может, типа какое-то яблоко или ежевика, что-то может быть. Но вот здесь черная смородина, она такая не натурально звучащая. То есть я ее явно вообще здесь не чувствую, черную смородину. Но мне очень нравится, оно очень вкусно. Даже если оно не натурально, это да. Оно классное, мне очень нравится. Роза. Это такая роза, Здесь но она прям... какая-то... Ее как будто бы засыпали шоколадом. Может, это роза с пачули? Ну, кстати, вроде как тоже классическое сочетание. Нет, роза пачули, знаменитое сочетание в духах. Ой, боже. Сухофрукты, чернослив пошел. Серьезно, что происходит? Это очень классный, интересный аромат. Кстати, да. Такая есть сухофруктность. О, какой он вкусный, как он классно меняется. Ой, вот черная подборка мне нравится прям сильнее, чем белая. В белой, вот они вот по цветам все-таки как-то есть схожесть. Вот этот как раз фантик ассоциирует этой розой. Вот она такая, примерно такого цвета. Засушенная роза. Не розовая, не белая роза, а вот такая именно уже темно-красная, в розовую сторону немного. Темно-красно-розовая. Я считаю, что это чернослив скукошенный такой. И, кстати, сладко довольно, но не сильно. Возможно, дает чернослив это иланг. Иланг, может быть. Нет, подожди, иланг это же душнило желтоцветочное. Ну, как бы... Амбра здесь прекрасная, видимо. И, наверное, мускусы, которые выдавили из слив. О, он прям, действительно, он трансформируется, такой прям красивый стал. Ой, не могу оторваться, и мне кажется, прям выбрал уже свой топчик. Ну, кстати, тебе не напоминает, извини, что перебил, монталевские розы? Чем-то вот похож? Нет, не напоминает. Они там такие орущие, и они очень древесная подложка. У многих такая шершавая. А здесь все-таки она чарующая, эта роза. Иди ко мне. Вот, не переключайтесь, мы сейчас определим, что нам понравится больше всего, дадим некий вердикт. У меня два фаворита, это четвертый, что у нас был Scent for Peace for Him, который а-ля Критовентус. Ну, понятно, да, почему он классный на самом деле, но мне очень понравился еще New Bond Street шоколадный.
который с какао. Он полежал, и на блотере все такой же прекрасный молочный шоколад. Не розочка последняя, которая была. Да, все-таки топчик мой. Мой топчик Wall Street. Он для меня пахнет действительно очень натуральным мандарином. Вот именно кожурой мандарина, мякотью. Действительно, он такой свежий, веселый, новогодний даже. Я удивлен. То есть вначале он вообще мандарином особо не пах. Вот сейчас полежал блотер, и из всего то, что мы сейчас тестировали, классный мандариновый аромат. Ставьте лайки, подписывайтесь, и увидимся в следующем нашем видео про остатки разноцветных фантиков, конфетик. Всем goodbye. И если вы не поняли, то 3-й раз поставьте лайк. Пока. Все.